В этом видео мы приготовим невероятно нежный и сочный морковный торт. Натертую морковь необходимо слегка отжать, наших рук здесь вполне достаточно. Добавляем все в одну емкость, на первом этапе можно даже не перемешивать. Орехи можно брать по своему вкусу, но мне очень нравится с грецким орехом. Также не нужно его слишком сильно измельчать. Всю муку мы добавляем за один раз. Также не нужно очень долго перемешивать тесто, иначе оно не поднимется. Я взяла форму диаметром 16 сантиметров, но в зависимости от диаметра и высоты бисквит будет выпекаться разное количество времени. Здесь он печется около 40 минут, но он еще сырой внутри. Здесь прошло уже около 55 минут. А мы видим, что внутри он уже не сырой, он пружинит, поэтому можем выключать духовку. Перед тем, как доставать его из формы, мы даем ему остыть до комнатной температуры. Чтобы края бисквита были ровные, мы очень хорошо прижимаем острый край ножа к самой форме. Вот такой вот красивый ровный бисквит у нас получился. Мы заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник, либо даже в морозильную камеру, чтобы он очень хорошо остыл. Пока бисквит остывает, мы начинаем готовить творожно-сливочную смесь для нашего торта. Перед тем, как начать добавлять сливки, мы очень хорошо размягчаем и объединяем творожный сыр, сахарную пудру и мед. Сливки мы вливаем постепенно, ни в коем случае не все за раз, иначе у нас там будут комочки, от которых потом не избавимся. Убираем творожную смесь в холодильник, пока мы будем проводить манипуляции с бисквитом. Итак, пока я делала крем, бисквит был у меня в морозильной камере. Я сделала это для того, чтобы он лучше резался и не крошился. Резать бисквит лучше длинным, тонким и острым ножом. Также мы совершаем движение от края к середине, чтобы крошки у нас не вываливались. Из срезанной верхушки мы сделаем обсыпку для торта, а непосредственно сам бисквит мы разрежем на 3 части.
Даем ему постоять несколько часов в холодильнике, и торт готов. Приятного аппетита! Также не забывайте подписываться на канал и ставить лайки этому видео.